путешествия сами по себе, они расширяют. Придет время, может быть, у нас и работа будет путешествие в другие измерения, в другие места, в другие состояния, с другими энергиями. Когда мы чувствуем, мы вот здесь чувствуем, это предками. Это понятно. А какой промпт? Вот если мы можем отсюда что-то решать? Уже нет. Если мы сейчас будем сердцем решать, мы всегда будем проигрывать. Мы будем догонять уходящий поезд. Мы будем догонять взлетающий самолет. Мы будем догонять нашу несостоявшуюся любовь. Окей. Если мы будем предками. А куда мы можем направлять внимание и промпты какие-то? А вот я же говорил там, азарт, интерес. Вот когда ты принимаешь решение не из прошлого своего. Когда ты разрешаешь чему-то неизвестному произойти. Ну, ты говоришь про естественное состояние, да, естественное. А я говорю про механическое приключение, потому что для многих Смотри, этого естественного состояния когда пока вы что это не знаете, существует. вот просто вы берете, да, берете и для себя решаете, там же надо решить важные вопросы. Первое. Согласиться, вот здесь согласиться, это принять будущее, что ты будешь, насколько это будет получаться, избавляться от чувства долга, от чувства вины, от чувства жалости и зависимости от мнения других людей. И в какой-то момент ты будешь думать, я уже избавился. А потом бамс, и всплывает. Когда мы где-то обиделись, разозлились, или начали нервничать, или начали тревожиться, или испугались, это говорит о том, что что-то у нас осталось. И мы благодарим, признаемся. Вот этот пункт. Сейчас я говорю, да. Потом у нас идет честность с самим собой. Потому что мы же часто используем честность с удобной позиции оправдания того, почему мы не поступили в университет, почему мы не выучили этот язык, почему мы не переехали в другую страну, почему мы не сделали вот это действие или почему мы не похудели. Мы находим себе оправдание, или почему мы там украли или участвовали в коррупции. Мы придумываем себе, и составляем какую-то систему, в которой мы выглядим молодцом. И ладно, есть хуже меня. Там разные позиции. Поэтому тут честность тоже обладает там разными уровнями глубины честности. И можно честно признаваться, что я мудак, полный козел, пойду-ка я убьюсь об стену. Понимаешь, да? А здесь же вопрос честность как есть и честность, а куда я собираюсь идти? А насколько я себе разрешаю действовать так, чтобы это изменить в лучшую сторону? Вот эта честность нам нужна. И потом эта честность может быть засунута нам куда угодно, глубоко и плашмя, да, и она не будет работать, если у нас эта честность не будет переходить в искренность в разговорах с противоположным полом. Все. Окей. Если мы не сможем себе разрешить быть честными и при этом устойчивыми, потому что мы иногда можем признаваться в том, какие мы там были несчастные в детстве, и что там с нами делали родители, недолюбливая нас, и внимания не обращая, или наоборот нас там закатывая в асфальт, и потом начинаем уже, пока честные, уже так себя пожалели и уже так впали в жертву, что, там осталось только тебя похоронить. Тут такая честность не работает. Здесь вопрос в том, что, вообще-то, благодарю, было вот так, интересно, будем двигаться в новое, потому что это был лучший вариант из всех возможных. Вот так. Мы плавненько переходим, да. И важный момент вот из того, что я всегда говорил. То есть, ничего нового я не говорю. Мы просто пытаемся это углубить. Замечать хорошее, думать созидательно, благодарить быстро, переключаться, подумал, сделал, и не преувеличивать, не преуменьшать и быть готовым, что будет как будет. Неизвестность. Вот. Это позиция базовая. Неважно, ты в сердце или внизу живота, или в стопах ног. Это базовая позиция. И потом ты берешь, уже зная, что я это говорил, переключаешься на низ живота, осознавая, что низ живота связан с тем, что начало происходить в 2026 году. Оно подготовкой плавно шло, переключало нас. И сейчас рецепторы эти включаются больше. Там были раньше включены сильно наши предки, и мы самое лучшее из них брали. Сейчас мы берем из наших будущих воплощений, из богов, из наших детей, но создавая им условия. Мы им создаем условия. А теперь важный момент. Стопы ног. Зачем они нам нужны? Это знаешь, как если у тебя есть любимая работа, вот у тебя есть любимая работа, ты делаешь это с удовольствием. У тебя еще есть любимая семья, у тебя есть там любимые хобби, а еще у тебя есть любимый образ жизни – это отпуск, путешествовать, к примеру. Вот будем считать, что вот стопы ног
это путешествие. Ты не путешествуешь там 365 дней в году. Ты путешествуешь, когда у тебя отпуск. Вот где-то вот так. И это тебя развивает. Это не только там проведение времени там, с детьми, с мужем, там поход в театр, или там встреча с подругами, или там какое-то хобби, которое вот здесь сейчас. У тебя поездка куда-то, вот туда. Но ты не можешь ездить там каждый день. Ну, вот так, неважно, там, с детьми, с мужем. Но ты больше вот здесь кайфуешь, но стоп, это для нашего положения сейчас. Придет время... Может быть, у нас и работа будет путешествие. Вот. В другие измерения, в другие места, в другие состояния, с другими энергиями. Что это дает? Почему я с путешествиями сравнил? Когда ты путешествуешь в новые места, ну, не так, что на работу приехал, уехал, да, в садик или еще где-то, да, в новые места, там новые виды энергии. Ты их берешь себе, и ты становишься новым человеком. Потому что если ты живешь локально, никуда не выезжаешь, ты осваиваешь только эти энергии и наслаждаешься, получаешь удовольствие от этих процессов. Работа, семья, дети, там, соседи, друзья. Ну, вот здесь, локально. Почему сейчас важно путешествовать? Потому что мы тогда создаем больше благоприятные условия для кишечника и для там, женщины у матки, у женщин, у мужчин там, предстательная железа и их потенция. Потому что мы как бы, знаешь, как идем чуть дальше. Как я говорил людям, хочешь открыть магазин, он тебе тяжело дастся. Хочешь открыть магазин, мечтая о том, что собираешься открыть сеть магазинов, 10 магазинов, и на фоне 10 ты откроешь легко первый, один магазин. Потому что вот ты разрешил масштабированно зайти энергиям. И тогда первый откроется уже почти как сам собой. Потому что если ты зациклился, ну, образно, это я сейчас выделываюсь, заработать 1 миллион, ну, блин, ты будешь впахивать на этот миллион. Когда ты решил, что 100 миллионов пусть придет, но я буду заниматься профессионально, а Бог будет давать, то это легко, этот миллион придет, потому что он не является зацикленностью, то есть конкретной, конечной целью. Вот. А лучше, конечно, не 100 миллионов, а столько, сколько должно быть. Может, это будет даже не в деньгах, а в чем-то ином. А что я буду конвертировать то, что, знаешь, как взять и вместо часов носить там какую-то сумму денег? Нахрен мне надо? Мне лучше часы или машина, или дом. Возвращаемся назад к стопам ног. Путешествия сами по себе, они расширяют. Так и когда мы концентрируемся в стопах ног, это создает нам прецедент, чтобы мы сразу могли присоединиться к масштабным вещам, которые уже существуют на планете Земля, но по каким-то причинам не стали достоянием всего мира. То есть мы сейчас научным прогрессом и научными изысканиями или достижениями пользуемся меньше 1%. Даже все самые продвинутые общества меньше 1% пользуются. То есть это не выведено на такой уровень. Это знаешь, как, кажется, либерманы говорили, сделали классный продукт, ходим везде, нас пинают. И потом кто-то попробовал, о, круто. Или там Гарри Поттера написала, никто не хотел брать. 11 изданий, кажется, ее отфутболили, потом написали, она стала очень богатой. Почему? Потому что уже сделано много, но этот мир еще не может это воспринять. А мы, когда в стопы ног, мы воспринимаем то, что уже сюда зашло, но оно, ну, нет подобия в таком количестве, чтобы вышло на поверхность. Но когда мы иногда делаем это, то тогда кишечник легче воспринимает информацию во много раз. Проще ему, он как бы уже не здесь фокус внимания, не на одном магазине, а на 10 магазинах. И тогда этот один лучше заходит, если вот совсем простым языком. И тогда у женщины появляется огромная емкость на нежность, на любовь, на доброту, на приятие, на согласие, на формирование событий, на возможность вдохновлять своих детей, своего мужа и себя на изменения. Если вот так говорить. Ну и, конечно же, ядро Земли – это, я бы сказал, ожог ожогов. Почему? Потому что у нас же наши высшие «я» все находятся там, в ядре Земли. Мы как бы находимся нашей операционной системы. В сгустке узловой части. Ну, выше это предназначение. А мы в предназначении находимся на планете Земля. Планета Земля – это сгусток энергии, состояний. И вот когда мы в сути, представляешь, все души там. Ну, немного их там, 30 с чем-то тысяч, да? Вот, но рождаются в 8 миллиардах людей. Вот. И получается,
ты касаешься вот этого незыблемого плана, который создан из душ. Ну, это ядро. Ну, я не знаю даже чем-то объяснить, но если компьютерной программе это ядро сути, да, вот всего. И, ну, я думаю, на сегодня мысленно представлять, что мы в ядре Земли, ну 10 секунд вполне достаточно, ну, чтобы не остаться этим, как не стереть себе вообще интеллект весь. Нет, конечно, сработают, как это называется, защитные все процессы, потому что нужно еще быть по подобию, но там мы в большей степени будем касаться своей души, своего истинного «я», своего предназначения. И в этом плане я буду всегда говорить, что хотите, чтобы из ядра Земли, да? Тогда общайтесь с миром через свое высшее «я». Чтобы у вас авторитет был не какие-то гуру, да, не какие-то голоса, которые вам кто-то говорит, не какие-то контракты с какими-то духами вы там подписываете, а у вас есть свой продюсер, ваша душа, которая есть ваше предназначение, и он знает ваше предназначение, ваша душа, ваше высшее «я», с кем заключать контракты, с какими цивилизациями взаимодействовать, с какими мужчинами вы будете встречаться, и какой у вас будет семья, сколько вы будете рожать детей, сколько у вас будет денег, и на каких машинах вы будете ездить. Вы разрешаете все решать своему высшему «я», которое находится в ядре Земли и которое взаимодействует еще с другими душами, которые, точно знают обо всем, что здесь планируется на много-много-много-много лет вперед.